Буквально час назад, друзья, я выпустил выпуск про пейзажную фотографию с помощью дрона и фавиона. Но сегодня мы отправляемся вечером в центр города, на рынок, чтобы сделать стрит-арт. И вы знаете, что для таких целей можно использовать мою Sigma, но я вам покажу с помощью недорогой техники. Это аппарат, который я уже рассказывал, Konica Minolta. Ему почти 15 лет, сколько там, 2005 года. Вот такая маленькая штучка поможет нам сделать незаметный стрит-арт. Сейчас пока еще светло, но когда я доберусь, уже будет совсем темно. У нас очень быстро темнеет и потеплело. Соответственно, будет снег. Надеюсь, что будет снег. Вот, друзья, поменьше народу, но здесь можно найти всякие необычные здания. Может быть, какой-то свет я найду сегодня необычный. Ломоносовская линия. Здесь интересная площадь есть, которую мы с вами снимали осенью, весной. Но сейчас посмотрим зимой сегодня. Снег еще не растаял, поэтому... И мост, который мы с вами уже, я показывал вам, Ломоносовский, да, он сейчас уже подсвечен, заодно посмотрим, как это выглядит. Это площадь с памятником. И самое интересное, конечно, это вид не только в сторону, где театр, не только на Апраксин переулок, но самое интересное, это то место, которое во многих фильмах везде вы видели это, да? Ну, здесь Ломоносовому памятник. Это именно Ломоносовский мост. И недавно мне прислали ссылку на один из последних проектов, в котором участвовал Звуки Му солист. Вы знаете его, да? Недавно ушел из жизни. Называется она «Фиксаж». И он как раз снимал своей лейкой, в том числе и в этой части. Вы можете посмотреть, ссылку я обязательно прикреплю, друзья. Так что достаем камеру и начинаем снимать. Ну вот, друзья, собственно говоря, сам ракурс. С этой стороны, со стороны Фонтанки, на ту часть. Сегодня у нас без Sigma. Сегодня мы снимаем суперкомпактным аппаратом Экзотика с Эксононом, о котором я говорил уже, что это японцам Гитлер подарил технологии, собственно говоря, от компании Carl Zeiss, и они сделали последующим всю линейку этой оптики. Здесь интерес в чем? Он имеет зум достаточно хороший, и зум оптический, никакого цифрового здесь нет. Ну и, соответственно, классическая SCD-матрица, которая не шумит и дает цвета совершенно отличные. Здесь достаточно много фотографов с разной техникой, начиная от айфонов и заканчивая там всем остальным. Поэтому, друзья, мы сейчас перейдем на другую часть, и с обратной стороны я сниму, посмотрим, что из этого выйдет. Это место, друзья, обязательно к посещению, даже если вы не любите центр города. Это сильно отличается и особенно отличается в новогоднюю ночь. Это один из самых красивых мостов. Ну, кроме, наверное, моста Петра Великого, который я обожаю. Мост Ломоносова, наверное, самый интересный. И в Новый год, праздники, он украшается очень красиво. С этой точки, друзья, это одна из лучших точек. Здесь раньше висела такая петля, вот ее сейчас убрали в ту сторону, вон она там наверху. Слава богу, ее убрали. Это зарядка была для пароходов. Но мы сегодня снимаем компактной камерой. Мост Ломоносова, вечернее время. Солнце уже зашло, уже здесь темно. И в этом году я успел попасть на подсветку. Мне стали раньше включать, наверное, скорее всего. Поэтому продолжим заниматься стрит-фотографией, друзья. В положенную сторону. Ну, здесь течение нормальное, поэтому здесь есть ключи, во-первых. Во-вторых, судя по промоинам, здесь
Можно, кстати, здесь делать какой-то арт, в том числе из дрона. Если вы смотрели мое видео, которое я делал недавно, сегодня я его выложил. Это видео посвящено было съемке без штатива в зимнее время. Ну, а сегодня мы выходим с вами с моста Ломоносова и снимаем компактной камерой 15-летней давности. Ночная съемка, ночной стрит, Санкт-Петербург. Кто приедет в гости, приезжайте, друзья, пишите. В этом году это актуально, потому что город украсили и появились новые объекты, которые я буду вам показывать постепенно. Новые места отдыха и новые какие-то развлекухи. С вами идем сейчас по торговому переулку, который тоже является частью вот этой площади. Но здесь вообще света нет, абсолютно никакого освещения. Поэтому если будете в таких местах снимать, ну, наверное, со вспышкой. Или, друзья, все-таки вам нужно новое поколение камеры, подобное FP, LFP, который собирает света. И сейчас Canon, кстати, разработал новую матрицу, которая будет снимать практически в ночью. Там реализован другой принцип, принцип повторителя электронного. Я прикреплю ссылку, вы посмотрите, что это за технология. Она сейчас будет внедряться повсеместно в камеры.